АСМР-комната практически готова. Сегодня в этом видео я немного покажу тебе свою АСМР-комнату. Чуть-чуть расскажу, что в ней было сделано. Также у нас будет с тобой тест звука окна, тест звука со сравнениями с моими старыми видео и тест, конечно же, шумометра. Да, самое интересное, покажет ли он хоть что-то лучше или нет. Ну и также немножко триггеров, так скажем. Первые триггеры в новой комнате. Для начала давай пройдемся по моей комнате. Ну вот, собственно, и моя АСМР-комната. Первым делом вам в глаза бросаются две прекрасные кошки. Они мне всегда помогают записывать, и мне та шумоизоляция от них не поможет. Здесь у меня получается как бы 3 стены в этой комнате свободных для съемок. Одна будет для фонов, другая для декораций, и третья пока такой пустой, или для фонов, или для того, чтобы подсветку на ней делать и более такие розовые стены. В этой части комнаты у меня будут стоять комоды и шкаф. Тут вот штативы разные. Здесь, соответственно, лежат звуковые карты, ноутбук. Так что комнатка выглядит как-то так. Не знаю, ничего супер удивительного тут нету. Комната где-то около 25 квадратов. Самое главное достоинство, она супер тихая, в сравнении со всем тем, что у меня было. И вот эти два волшебных окна тоже очень сильно помогают. У меня наконец-то будет возможность открыть окна, проветрить, подышать воздухом. И при этом, если их закрыть, никакого шума не будет. Ну да, котики сразу залезают. Там, как видите, кстати, не доделано между окон, но потом будет сделано. Пока у меня схема стоит напротив фона. Вот, потом она может стоять у другой стены, у третьей стены. Примерно как-то так выглядит вся моя расстановочка. Вот эти вот акустические ширмы, они могут служить как и фоном сзади на видео, так и их можно поставить две сзади техники, и тем самым они будут помогать улучшать качество звука. Но лучше всего помогают, конечно, котики улучшать любую запись, вылизываясь на видео, сопя и дыша. Там у меня две двери. Вот, ну и как-то так. Вот вам еще второго котика. Эту комнату я еще потом обживу. Немного она изменится, когда одна из стен станет под какой-то интерьерные там полочки и прочее, чтобы на видео декор был. Вот, а так, как-то так. Большая свободная комната. Ну вот, как-то так выглядит моя маленькая волшебная комната для записи мурашистых видео. А теперь немножечко информации. Получается, здесь у меня в этой комнате две
А теперь давай сравним звук тишины здесь с моими старыми видео, ну, где смогла, я там что-то пыталась найти. Вот. Еще раз послушай звук здесь. Давай попробуем проверить, что покажет шумомер. В прошлом жилье, где я жила, и снимала его в аренду, показания были вот такие. А что же будет здесь? Кажется, для шумомера ничего не поменялось. Это, в принципе, довольно странная штука. Теперь небольшой тест триггеров. Пальчики, 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 пальчики.
запереть, не знаю, как можно запереть кота, это же кот. Так что они, может быть, будут где-то подмёгивать, но в принципе все остальные какие-то вот эти дороги, то, что в Москве везде дороги, вот, он будет отсутствовать впервые. Ну а другие какие-то нюансики будем по ходу дела искать и от них избавляться. По поводу белого шума, теоретически от него тоже можно избавиться, это уже на обработке звука, но, как вы знаете, я очень большой не фанат обработки звука в АСМР именно, потому что мне почему-то всегда кажется, что потом триггер, шепот, он звучит не так. Я не знаю почему, то ли это меня всегда мозг мой обманывает, то ли еще что, но мне всегда кажется, что немного звук уже становится не таким. Вот. Ну, может, когда-то я повышу и в этом свои навыки и смогу научиться это делать идеально, чтобы такого не было. Вот, хотя, мне кажется, белый шум, он в принципе, он всегда просто есть в ушах, поэтому от него избавляться особо смысла-то и нету. Вот. Но, тем не менее, моя комната мечты, о которой я мечтала столько лет, вот она здесь. Я не знаю, насколько вы можете ощутить передачу качества звука, потому что я понимаю, что у всех наушники разные. У кого-то все мои видео звучат одинаково, и он даже никогда в жизни не слышал у меня там дорогу, собак или еще чего-то, соседей там. Но я это всегда слышала, мне это всегда мешало, мне это всегда отвлекало. И часто были моменты, что какие-то шумы, и ты такой, да, конечно, у меня течет макияж от того, что в помещении жарко. Но я подожду часик, когда все перестанет шуметь, а потом пойду снимать. Вот, теперь в теории такой проблемы, возможно, не будет. Ну, 99%, что ее не будет. Надеюсь, 100. В общем, моя комната мечты. Эта комната еще будет доделываться, думаться. Вполне возможно, у меня есть виды на еще одну комнату в доме, которая тоже может когда-нибудь шумоизолировать и там делать а-ля суперсложные декорации. Но знаете, которые там чуть ли не по неделе нужно все это выставлять, выделывать. Вот, может быть, потом когда-нибудь мы увеличим. Но пока, я думаю, мне вполне будет хватать и этой комнаты. В целом я планирую записывать и в других комнатах в доме, потому что, ну, некоторые комнатки выглядят довольно симпатично, как фон, такая локация, да. Там, соответственно, нужно понимать, что будет шумновато. Но иногда ради смены локаций можно будет пожертвовать немного звуком и вновь насладиться звуками машинок. Вот. Потому что наверняка все равно есть среди моих зрителей, кто любит звук машин. Должны же были полюбить за столько лет со мной и моим постоянным гулом дороги. Вот. Ну что же, совсем скоро всего будет много интересного, разного, постепенно все будет выходить. Вот. Там 1000 триггеров, ангелы, демоны, все будет, но постепенно, ребят. То есть, если про 1000 триггеров у меня пока ориентир ноябрь-декабрь, чтобы в этом году закрыть это обещание. Вот. И то это из-за того, что просто ролик очень сложный, его так легко не снять. Это слишком много недель работы. И да, длинная и короткая версия, все будет. Вот. И, собственно
мне к новой комнате и как в ней работать, потому что смена на самом деле комната это совершенно другая световая схема, совершенно другая звуковая схема, совершенно другие настройки, совершенно все по-другому. Так что мне еще надо будет все привыкнуть. Вот. У меня есть АСМР-комната. У меня есть АСМР-комната. У меня есть АСМР-комната. АСМР-комната. Моя АСМР-комната. Комната моей мечты. Спасибо вам. Спасибо, что вы со мной. Спасибо. Мы с вами